Мы продолжаем. Сразу несколько подписчиц бюро обратились к нам с вопросами, которые касаются смены фамилий. Екатерина, Мария, Надежда отправили нам письма с просьбой рассказать, как смена фамилии в Америке у граждан России сможет отразиться на их жизни в США. Ну вот, например, у Марии теперь новая фамилия, американская, но в российском паспорте осталась еще старая. И вот Мария спрашивает, будут ли у нее проблемы, например, с путешествиями или поездками. Ну вот для этого мы прямо сейчас приглашаем к нам лицензированного юридического консультанта Карину Дюваль, которая знает в этом точно практически все, мне так кажется. Карина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились. Вот Мария теперь не знает, что же делать, хватается за голову. У нее в российском паспорте российская фамилия, тут она получила американскую и думает, что теперь может не попасть сюда, либо выехать из Америки. Что делать? Ну, нужно привести документы в соответствие. То есть, если она поменяла здесь фамилию, в большинстве штатов при вступлении в брак женщина берет фамилию мужа по умолчанию. Об этом нет ни одного слова в свидетельстве о браке. Это предполагается. Все знают, что если Смирнова вышла замуж за Смита, она стала мадам Смит. Ей не нужно дополнительных доказательств. А России нужно. Для России такое свидетельство о браке не является документом, подтверждающим перемену фамилии. Поэтому нужно либо в судебном порядке поменять фамилию, здесь обратиться в Цивилкор по месту жительства. Это очень простая процедура, очень дешевая, не требующая адвокатов. Получить решение суда, поставить на него апостиль. И это легальное основание для получения российского паспорта на новую фамилию. Либо это можно сделать в органах ЗАГС на территории России. Но это если время позволяет, потому что это тоже процедура. Но вот я, допустим, меняла свою фамилию в российском паспорте на Дюваль. У меня тоже в свидетельстве о браке не было указано, что я взяла фамилию мужа. Я меняла в российском ЗАГСе, то есть по заявлению о перемене имени. Подаешь заявление о перемене имени, платишь госпошлину 1000 рублей, и через месяц получаешь свидетельство о перемене имени, которое является уже основанием для получения паспорта на новую фамилию. Спасибо. Это нужно делать. Если это не сделать, то, в общем-то, ничего смертельного не произойдет. Многие так по 40 лет живут, но тем не менее эти люди создают проблемы. Во-первых, они сами могут попасть в проблему в один прекрасный день, не сумев подтвердить в России, что он — это он. А также они могут создать проблему своим наследникам. Вот у меня сейчас ко мне обратилась женщина, у нее умерла дочь в Америке, и в Америке она в Пенсильвании вступила в брак, и в Пенсильвании у нее в свидетельстве о браке не указано, что она взяла новую фамилию. И в России она везде проходит по предыдущей фамилии. А свидетельство о смерти выдано на фамилию мужа, которую она в браке приобрела. И нотариус, соответственно, в России не открывает наследственное дело, сроки идут, она ничего не может сделать. И они обратились ко мне, чтобы я в судебном порядке установила факт принадлежности этой фамилии данному человеку. Но вот не создавайте для своих родственников таких проблем, даже если вам кажется, что вы молоды, и у вас вся жизнь впереди. Вот оно бывает как раз наоборот, когда родители вступают в наследство после своих детей, и у них совершенно нет ни денег, ни знаний юридических, ни опыта. Поэтому пока вы молодые, бодры, делайте это сами. Да, спасибо большое. Я вот как раз и хотел спросить, с какой же проблемой, да, вот могли бы вы назвать примеры. Как раз вы назвали пример, при смене фамилии могут столкнуться иммигранты. Да, спасибо большое. И все-таки вот если возникают вопросы на границе, они могут возникнуть при смене фамилии? И, может быть, были у вас подобные такие случаи, когда вам люди звонили прямо с границы, не знаю, там говорили, что же мне делать, или все-таки таких прям вот глобальных проблем не возникнет? Очень смешно, потому что ко мне звонили не люди с границы, а сами пограничники. Вот. Но это было давно. Вот это было давно, когда еще многие не знали, как выглядит апостиль. А когда человек с разными фамилиями путешествует, то обычно достаточно документа, подтверждающего законность перемены имени. То есть приходишь на границу с пачкой бумаг, что был Петров, стал там Сименс, например, и так далее. Вот. Но все документы должны быть легализованы, апостилированы, переведены.
Лучше этого не делать. То есть я, допустим, скажу по собственному примеру, не скажу, что это правильно, что это эталонно. Многие наверняка действуют иначе и прекрасно при этом живут. Но когда я меняла себе фамилию, то я брала билет в One Way в Россию на фамилию, на предыдущую. А в России, когда я поменяла фамилию на новую, то я взяла опять One Way в Америку на действующую фамилию. И мне ни там, ни здесь не пришлось никому ничего доказывать, потому что паспорт и билет полностью соответствовали друг другу. Но если у вас какое-то есть несоответствие, то документы о перемене имени нужно иметь с собой. Спасибо большое и спасибо, что поделились личным опытом. Для многих тоже это на самом деле важно, кто бы там что ни говорил. И вот я надеюсь, что сегодня Мария уж точно осталась довольна ответом на свой вопрос. Спасибо огромное. Лицензированный юридический консультант Карина Дюваль была вместе с нами на YouTube-канале Бюро. Я вас благодарю и увидимся. И мы вас благодарим.